950 год. Норвегия. На свет появляется мальчик по имени Эрик. Когда Эрик подрастает, он совершает не очень хороший поступок, который лучше не озвучивать в этой части видео, за что изгоняется королем с норвежской земли. Куда изгоняется? Да на самом деле куда подальше. На тот момент это в Исландию. Но в Исландии он опять совершает два аналогичных поступка. И вот что с таким делать-то? Ну, он же всего лишь что там, троих. Не к стенке же его ставить, он же не абы кто. Правильно, изгнать еще раз. Но куда? И так ведь край земли уже. Глянули по сторонам, там ничего нету. Там тоже. Но вон там, в ясный день, с самой высокой горы вроде что-то видать. Вот Эрик взял всех своих в охапку и туда и уплыл. А через 3 года возвращается и говорит: мужики, я там был. Там кабаки, жратва, бабы и вино, а еще зеленые луга вокруг. Короче, вот такое место. И оно настолько зеленое и цветущее, что мы его аж зеленой землей назвали. Гринландом, то есть по-нашенски. И что он Гринландом назвал? Он назвал этим невообразимого размера кусок льда, плавающий на стыке Северного Ледовитого и Атлантического океанов. И вот так в 982 году Эриком Рыжим и был открыт самый большой на планете остров под названием Гренландия. Здравствуйте, господа и дамы, меня зовут Глеб, добро пожаловать на мой канал, где мы очень простыми словами говорим об очень сложных вещах. Теперь мы с вами знаем о том, как Гренландия стала известна европейцам, но ошибочно полагать, что до этого момента туда не ступала нога человека. Несмотря на свое удаленное расположение и далеко не самый благоприятный климат, этот остров был заселен людьми еще за 2500 лет до нашей эры. Там некогда жили палеоэскимосские культуры. И только потом, спустя 3000 лет, туда уже приплыли наши викинги. Изначально Гренландия вошла в состав Норвегии, и ее постепенно колонизировали, там появились первые поселения на юге острова, люди там занимались рыболовством, охотой, каким-никаким, но сельским хозяйством. Ведь все-таки, хоть и Гренландия представлена почти на любой карте как сплошной кусок льда, но на самом деле это не совсем так. И пригодные участки земли для сельского хозяйства там все-таки какие-никакие да есть. Да и как говорят, но в годы открытия острова климат был иным. И вполне возможно, что он действительно был довольно зеленым. И Эрик Рыжик не из маркетинговых целей это все дело придумал. Но кто ж его знает-то на самом деле, сколько ведь лет уже прошло. Ладно, хорошо, с открытием понятно, но чем еще викинги наши занимались? Они осваивали территории, исследовали близлежащие острова и на самом-то деле сделали очень много географических открытий. Сыновья нашего Эрика путешествовали дальше на запад и еще в те годы на самом-то деле открыли Северную Америку. Правда, тогда они еще не знали, что это аж целый новый континент, поэтому открытие формально числится за Колумбом. Но примерно через 500 лет экономическая ситуация ухудшилась, торговля с Европой сократилась, пошли конфликты с местным населением, с теми самыми эскимосами. Да и знаете, как-то что-то еще и похолодало. Прогноз погоды передавал малый ледниковый период, и в связи вот с этими и наверняка еще со множеством других причин норвежские поселения постепенно опустели. И Гренландия снова стала условно дикой территорией. В самой Норвегии дела тоже были далеко не в ажуре. Не от самой лучшей жизни они вошли в так называемую унию с Данией, но не на равных правах. Дания была на тот момент более экономически развитой и в этом союзе вышла на первое место. И будучи у руля, они в 17 веке начали потихоньку наведываться на наш ледяной остров и постепенно заявили на него свои территориальные претензии. По окончании наполеоновских войн Дания попала в число проигравших стран и была вынуждена уступить Норвегию соседней Швеции. Однако Гренландию датчане в комплекте с ней не передали. И из-за этого уже в 20 веке даже был суд между Норвегией и Данией за право владения островом. Однако суд встал на сторону Дании, и таким образом Гренландия и по наши дни остается датским островом. Для общего понимания, насколько разный географически этот остров и страна-покровитель. Вот тут находится Дания, а вот тут на расстоянии 3500 километров находится Гренландия. И вот это является частью вот этого. Кстати, глянув на Гренландию на обычной карте, можно подумать, что ну понятно, что это же самый большой остров. Он же размером чуть ли не целый континент. Почти он, как Африка. Но многие наверняка знают, а некоторые, может, и нет, но на самом деле, чем дальше объекты от экватора на карте, тем большими они кажутся. Это проекция. Такой эффект возникает из-за того, что шарообразное натягивается на плоскость.
истинные размеры отображаются у нас только на глобусе. Так что Гренландия, безусловно, конечно же большая, но она в несколько раз меньше той же Австралии. Так что же творится с Гренландией в наши дни? К текущему моменту, как я уже и сказал, Гренландия – это часть Дании. Однако, это автономия. У Гренландии есть свой собственный парламент, у них свой собственный язык, и всеми своими внутренними делами они занимаются сами. Причем важно отметить, что у Гренландии есть опция провести референдум о выходе из состава королевства. И вполне возможно, что в нынешних обстоятельствах, что именно к этому все и может прийти. Сама же Дания отвечает только за вопросы внешней политики и обороны. Что, кстати, интересно, Дания является частью ЕС. Гренландия входит в состав Дании, но при этом Гренландия не входит в ЕС. Такой казус возник не на ровном месте. Гренландия осознанно вышла из Евросоюза в 1986 году, чтобы сохранить за собой контроль над рыболовными ресурсами. А для них это критически важная вещь. К сегодняшнему моменту на территории Гренландии проживает порядка 56 тысяч человек, что, согласитесь, немного. Но это немного еще и приходится на довольно большую площадь. Так что на сегодняшний день Гренландия – это одна из самых малонаселенных территорий во всем мире. Вся агломерация сосредоточена на южном побережье, ведь там более-менее мягкий климат, а все, что относится к центральной части острова и севернее, остается почти вовсе необитаемым, ведь там уже натуральная Арктика. В южной же части все более-менее сносно, там есть полноценные города, даже своя столица с населением в 18 тысяч человек. И эти люди, как считаются, живут в одной из красивейших стран на всей планете. Гренландия невероятно красивая и уникальная. Она поражает своими природными ландшафтами. Айсберги, фьорды, ледники и бескрайние просторы тундры. А над всем этим можно наблюдать невообразимое северное сияние. Но вот теперь давайте отойдем от всей этой красоты и перейдем к более насущным вещам. С недавних пор Гренландия заняла довольно значимое место в инфополе, но с неожиданной стороны. Новоизбранный президент США заявил свои территориальные претензии на данный остров и открыто говорит на весь мир, что хочет его купить у Дании. И вот тут вообще непонятно. Но были и норвеги, были и датчане, эскимосы в конце концов. Причем тут Штаты вообще? И зачем им понадобился остров на краю Земли? Но вот с тем, что он на краю Земли, это не очень-то и корректно. Мы все привыкли смотреть на мир вот так. Но если мы посмотрим на него под другим углом, то сразу становится все куда интереснее. Вот Сибирь, вот Мурманск, вот тут Скандинавия, а вот это Гренландия, которая на самом деле вот такая, если бы не ледники. И особенно воинственные люди сейчас, наверное, со своих диванов воскликнут, что ну понятно, они ж, получается-то по соседству с нами хотят быть и свои вонючие ракеты, или наоборот противоракеты, к нашей родненькой землице поближе просто хотят понавтыкать. Ну, может и хотят, может хотят и противоволочную оборону в данных широтах усилить, но тут все куда глубже, причем в прямом смысле. На острове Гренландия и в акватории вокруг него сокрыто по разным оценкам около 17 миллиардов баррелей нефти и больше 4 триллионов кубометров газа. А в Арктике, по некоторым оценкам, может и вовсе быть сосредоточен до 13% всех неразведанных мировых запасов нефти и до 30% природного газа. И вот уже никому не нужная арктическая пустыня превращается в очень интересный и перспективный актив. Но вы скажете, а как же там добывать? Ведь там, во-первых, океан, и во-вторых, еще и покрытый слоем льда. Да, но глобальное потепление. Арктика тает, и не сегодня, не завтра и не через год, но льды постепенно уступят свою территорию, и вот тут и начнется самое интересное. Да и даже на данный момент. Слышали что-нибудь про атомные ледоколы, которые активно строит Россия? Наверняка слышали. Ледоколы ведь нужны не для того, чтобы говорить на весь мир, мол, гля как можем. Россия строит ледоколы для провода торговых судов через Северный морской путь, который пока что остается скованным льдом, но это самый быстрый и безопасный способ доставить товары из Азии в Европу. Да, есть проход через Суэцкий канал, но там то какой-нибудь корабль раскорячится, то какая-то суета в Аденском заливе, регион-то не самый спокойный. А альтернатива какая? Либо огибать всю Африку, либо сразу плыть через север, где не гоняют никакие пираты на лодках, где не сидят никакие хуситы в ожидании повода, только суеты бы навести.
Да, холодно, но чаек покрепче заварили и вперед. Северный морской путь открывает абсолютно новые горизонты в мировой логистике, поэтому это направление вызывает повышенный интерес многих стран. Тот же Китай, он что сейчас делает? Тоже строит свой ледокольный флот, потому что им-то в первую очередь свои товары и нужно доставлять. И зачем усиливать в этом вопросе позиции России, когда можно поработать самим на перспективку? Так что в этом вопросе географическое положение Гренландии очень важно для США, поскольку позволит лучше контролировать ситуацию в этом регионе и не допустить здесь господства Китая. Ну ладно, хорошо. Давайте представим, что вся эта тема с арктической навигацией не так уж и важна. Арктика-то растает еще бог знает когда, а остров кое-кто намерен покупать вот здесь и сейчас. Что ж там еще такого интересного? Хоть тут и льды и все такое, но залежи полезных ископаемых на самом острове весьма интересные. Во-первых, тут богатые запасы редкоземельных металлов, о которых тоже так много говорят в последнее время. Это литий и вот это вот все. Где используется литий? Правильно, в том устройстве, которое вы сейчас держите в руках. Батарейка вашего смартфона, ноутбука, планшета, электромобиля – это все литий. Еще и графит, коего тут тоже полным-полно. Вообще, у США есть список 50 критически важных минералов, необходимых для промышленного производства. И по случаю, залежи 43 из них есть на этом замечательном острове. Вот вам пример. Американские атомные станции, как и любые другие, работают на уране. А в Гренландии находится одно из крупнейших месторождений в мире по запасам этого критически важного компонента всей атомной промышленности. А по последним оценкам, его тут закопано порядка 300 тысяч тонн. И тут за что ни возьмись, железная руда, цинк, свинец, молибден, все даже драгоценные металлы, все это скрывается под ногами всего лишь 56 тысяч жителей. Безусловно, есть огромные проблемы с тем, как это добывать в условиях Арктики, как транспортировать и какой ущерб может быть нанесен экосистеме, если начнется разработка уранового рудника. Проблем действительно много, но было бы что добывать и кому. И проблемы тоже как-нибудь порешаются. А еще взгляните-ка вот сюда, на три вот этих подводных хребта. Ломоносова, Менделеева и Гакеля, в которых сокрыты колоссальные объемы нефти и газа. Они находятся буквально посередине океана. И вопрос, чьи они? Есть такое понятие, как исключительная экономическая зона. Это расстояние в 370 км от берега, которое владеет государство. То есть, вот все, что в воде и под водой, это наше. Корабликами вы сами тут ходите, ладно, так уж и быть, но вот рыбку ими половить, это только согласование с нами. А уж о том, чтобы скважину тут какую-нибудь шарахнуть, вообще забудьте. Но есть и другое понятие – континентальный шельф. Вот он на карте. Это, если можно так выразиться, подводная часть материка, которая продолжает его территорию. И государство, которое владеет береговой линией в таком случае, и владеет этим континентальным шельфом. Но все, что находится над ним в толще воды, это общее. Ваша вот только это сама поверхность, которая под водой. Но для добычи это как раз таки это прям то, что нужно. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу, чьи вот эти три подводных хребта? На самом деле сейчас ведутся очень активные споры между Россией, Канадой и Данией, которая от лица Гренландии включена в эту борьбу. И каждая из стран пытается убедить комиссию ООН, что именно продолжением их континентального шельфа и являются эти хребты. И если будет доказано, чье это, то страна, которая будет этим обладать, займет очень выгодное положение и получит огромное количество ресурсов, ведь там под водой буквально лежат миллиарды, да, наверное, даже триллионы, которые оттуда нужно просто вытащить. Поэтому причин, по которым Гренландия интересна Соединенным Штатам, на самом деле можно перечислять до бесконечности. Важно лишь понимать, что причины для всего этого намного глубже, чем могут показаться. И не с точки зрения арктического туризма вся эта движуха началась. Это игра в долгую, в борьбе за ресурсы. Но вот тут стоит сделать небольшую ремарку. А с чего все решили, что господину Трампу Гренландия действительно нужна? Ну, точнее, он бы наверняка хотел увидеть в составе государства, но не настолько, что внутри НАТО начать горячую борьбу за нее. В политике есть такая тема, что не всегда стоит пристально следить за тем, кто что говорит. Надо пристально следить за тем, кто что делает.
а непосредственно в те самые дни, когда громче всего в инфополе вкидываются новые заявления о покупке острова, о переименовании Мексиканского залива, о статусе Канады как 51-го штата, ровно в это же время проводятся куда более скучные, но важные вопросы в отношении налоговой политики, особенно для самых богатых слоев населения. Ведь за такое электорат, как правило, по головке-то не погладит, поэтому как провести такой маневр максимально аккуратно? Запой информационное пространство чем-то более ярким. Я не утверждаю, что так оно и есть, просто вполне себе вероятно. Прекрасный пример из недавней истории, как в одной замечательнейшей стране однажды подняли пенсионный возраст. Только чтобы не накалять ситуацию, сделали это ровно в тот самый момент, когда в этой замечательнейшей стране проходил первый в ее истории чемпионат мира по футболу. Ну вот так вот совпало. Как же будет по факту? Что же, я думаю, что в течение ближайших пары лет мы обязательно с вами увидим все наглядно сами. Очень хотелось бы только, чтобы это не переросло в очередной конфликт, ведь пора бы уже со старыми на самом деле заканчивать, а не новые затевать. Но это мировая борьба за сферы влияния, так что тут может быть буквально все что угодно. Господа и дамы, спасибо, что досмотрели этот ролик. Если он вам понравился, то поставьте ему лайк и жмакните подписку на этот канал, чтобы не потеряться. А если вы хотите поддержать меня финансово, то это можно сделать с помощью сервисов Boosty и Patreon. На этом на сегодня все. Еще раз спасибо за просмотр. Пока.